Друзья, казалось бы, пряность гвоздика всем известная, но в этом видео я вам покажу, как ее можно использовать в быту для здоровья, для красоты. Вы знаете, прям незаменимая. Возьмите на заметку, поделитесь с друзьями, может быть, у вас есть какие-то еще свои хитрости, тоже пишите. Вообще, под видео можно писать свои рецепты, также выражать симпатию, антипатию. Пишите, не забывайте, а мы начинаем. Первое, друзья, если у вас в доме что-то пригорело или ждете гостей, неприятный запах, наливаем в кастрюльку 200 мл воды. Друзья, вода закипела. Теперь сюда я добавляю палочку корицы. Это у меня гвоздика здесь хранится. 10 штучек гвоздик сразу в воду. Так, все. И кроме этого добавляю горстку цедры апельсина. Делаю огонь совсем небольшим. И кипятится, выделяется пар. И можно это кипятить на медленном огне, пока воздух в комнате не начнет пахнуть приятно. Все посторонние ароматы уходят, и можно потом пройтись еще по другим комнатам, например, в спальне, или где там у вас есть неприятный запах. Вот так вот все это очень просто. Друзья, следующий рецепт использовала еще в старые времена моя тетя. Если делать, то избавляет от зуда кожи головы, не будет перхоти. И если у вас волосы очень ломкие, то обязательно используйте. Сейчас покажу, что нужно сделать. Пол-литра воды. Сюда я добавляю 1 чайную ложку гвоздики. Здесь, наверное, примерно штук 10. И сюда нужно будет добавить черный перец горошком. 10 штук. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Доводим до кипения и на медленном огне 15 минут. Друзья, 15 минут прошли. Закрываем и оставляем до полного остывания. Потом просто споласкиваем волосы, чистые волосы. После шампуня, после кондиционера смывать это нельзя. И благодаря этому, например, у моей тети, про которую я говорила, волосы были прекрасные. Густые, длинные и блестящие. Попробуйте этот способ. Друзья, еще один способ. Заварка. Если вы чувствуете усталость, что-то там у вас стресс какой-то, то вас взбодрит чай с гвоздикой. Это прекрасный, освежающий, тонизирующий напиток, который можно пить как в горячем, так и холодном виде. И для заваривания напитка понадобится чай. Это у меня можно взять в пакетиках, если вы такой пьете. Я просто завариваю. Сюда добавляем 5 соцветий гвоздики и воду. Все, друзья, завариваем 10 минут, потом добавляем лимон. По вкусу, может быть, мед немного. И пьем. Или полностью остужаем, или в горячем виде. Очень хорошо, как я уже сказала, освежает и тонизирует. Друзья, следующий совет я узнала очень-очень давно. В какой-то период времени я страдала головными болями. И мне одна женщина посоветовала: возьми гвоздику, вот чувствуешь, что начинает болеть голова, пожуй. Вот прям вот ее мелко-мелко измельчи слюной и проглоти. И представляете, я не знаю, как это срабатывает, но мне помогает. Попробуйте. И, кстати, однажды у меня была очень сильная зубная боль. Я вспомнила этот совет, попробовала. То есть мелко-мелко прям измельчила зубами. И туда прям, ну, как бы засунула, где болит зуб. И вот эти вот все, оно немножко, конечно, такое специфическое. Буквально минут 5-10 проходит. Знали про этот способ? Друзья, следующий шикарный совет, прям вот тоже сохраните, если болит горло. Вдруг так случилось. Берем 2 соцветия гвоздики, мелко перемалываем или в кофемолке. Так, у меня они совсем мелкие.
Если у вас крупные, то возьмите 2. Я взяла 3. И их вот так вот перемалываем. После этого сейчас покажу, что сделать. Вот смотрите, они сухие, они хорошо перемалываются. Берем чайную ложку и сюда все, что намололи, высыпаем. Добавляем сюда мед. Можно, конечно, это сделать в посуде, но так тоже можно. 1 чайную ложку, и получилась у нас вот эта смесь, которая очень хорошо помогает, если болит горло. Уничтожает бактерии, вот это облегчает боль, снимает воспаление. Как мы это используем? Как используем? Мы, по крайней мере, я так делаю, половину ложки в рот и начинаю как бы мусолить. Можно так, наверное, сказать. Или по-другому надо как-то говорить. Начинаю мусолить, мусолю, потом проглатываю. То есть обволакивает полностью и горло, и десны. И можно использовать и в качестве профилактики, и в качестве лечения. Освежает также дыхание, так что совет тоже классный. Вы знали про этот способ? Напишите. И вот этот сохраните. Горло часто болеет, особенно сейчас, сезон простуд, прям хорошо работает. Друзья, какие вы способы знаете еще использования этой пряности необычной? Вы знаете, где она растет? Если знаете, то напишите. И жду ваших рецептов интересных. До следующей встречи. Всем пока-пока.